А так все подошло идеально. «16 лет назад я начал строить автомобиль своей мечты. За это время было все: сломанные кузова, бесконечные переделки, ошибки, выгорания, но я все равно продолжал. И недавно я решил сделать то, о чем думал много лет: отправить фотографии проекта напрямую в Lamborghini. Честно говоря, я не ожидал получить ответ, но спустя время мне пришло официальное письмо из Италии. И знаете, ребят, для кого-то это просто бумага, но для меня это момент, когда компания, которой я посвятил 16 лет своей жизни, хотя бы увидела мою работу. Да, в письме есть, конечно же, и юридическая часть. Они защищают свой бренд, и это нормально. Но для меня главное не это. Главное для меня то, что мой маленький гаражный проект, который я строил я 16 лет, однажды все-таки дошел до Lamborghini. И в письме они также высказывают мне благодарность, что столько лет я посвятил как бы их марке. Поэтому теперь этот документ я поставлю в рамочку и буду гордиться этим, потому что я не просто реплика-строитель, я не вот эти вот товарищи с Ютуба, которые делают проект ради Ютуба. Этому проекту я посвятил уже 16 лет. Вот конкретно ты, не ты, который за камерой, а который смотрит сейчас сюда, пристегивай ремень. Моя коронная фраза. Начинаем сборочку. Вот и все. Машинка уезжает навсегда. Ну и все, поехала, красавица. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even learning? Do you even leave now? Make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your И вот таким образом заклеиваем все полностью крыло, для того, чтобы снять на матричную форму.
when I look in your eyes. I just want to be next to you. Пойдем клеить. Люк, я твой отец. Огурец. Все готово. I get lost when I look in your eyes. Do you even do you even? Деталька заклеилась, подсохла. Это пока что один слой. Нанесу еще второй. И потом еще кое-что с ней сделаю. Почему именно сделал так, я вам сейчас не буду рассказывать. Я испытываю новую нанотехнологию автохимика. Поэтому сейчас ее обшлифовываю, подрезаю и закатываю на второй раз. In the light of the moon, like I'm living in a dream. Крыло у нас сохнет. Пойдем сейчас примерим основной узел на наше колесико. Посмотрим, как оно будет смотреться и как оно совпадет вот с этим узлом в сборе АМГ. А вот и первые проблемки вылезли. Если мы посмотрим, то, ну хотя в принципе, вот эту часть можно доработать. Не критично, но доработать можно. А так все подошло идеально.
Теперь нужно такой еще один узел в сборе найти. Это право или лево. Ну, в принципе, какая разница. Нужно еще один такой узел. И можно работать, в принципе, с этим. Кстати, мне тут привезли лифт. Или балкон, как он называется, от катера. Чтобы я восстановил, а то его пехнули. И он треснул он там по всей этой. Снизу я уже сделал. Вот здесь нужно было угол восстановить. Но он еще не до конца. Здесь нужно будет обшлифовывать, еще подкидывать стекловолокна. И все равно потом вот эта верхняя вся часть, она будет обклеиваться. А вот этот вот кант я буду красить полностью в черный цвет. А сверху будет заклеена такая под декоративную доску. Или не знаю, такая штука какая-то. А снизу все уже, видите, все беленькое. А тут тоже была трещина вот так по всему корпусу. Там даже он видно угол еще. Нужно его немножко тоже там доклеить, и будет нормальный. Так что, если вы в Германии, у вас проблемы со стекловолокном, с карбоном, вы хотите починить лодку, скутер или водный мотоцикл, или там сделать какую-то индивидуальную запчасть себе из карбона или стеклопластика, или, например, на мотоцикл что-то там доделать, переработать. В общем, можете обращаться, и сделаю все качественно и недорого. Нес, не донес. Сломалась. Как сломалась? Лежала на палете, и что-то, видать, или бросили, или хрен его знает, и переломила. Но это не страшно. Одну сторону затянул, сейчас другую заделаю. Все равно нужно будет с этого всего потом снимать. Не, я, наверное, с этой детали снимать матрицу не буду. Я ее просто хорошенько закатаю стекловолокном и карбоном. И все. Она, в принципе, по сути, как таковой какой-то там нагрузки или еще чего-то не несет.